Добрый день! Это второе мое видео на тему создания области видимости затенением. В прошлом видео мы рассмотрели, как создать такую область с использованием равномерного распределения лучей. А сегодня мы продолжим работу над проектом и создадим функцию, которая определяет внешние границы объекта с заданной точностью, что позволит заметно загрубить базовую сетку и сделать движение границ более плавным. Для создания такой функции мы будем использовать метод половинного деления. Пример области, получающейся к концу данного урока, вы можете видеть на экране. Красным показаны базовые лучи, а синим результаты работы новой функции. Обратите внимание, что если хотя бы один из двух базовых лучей попадает в препятствие, то все объекты между этими лучами будут найдены. С другой стороны, для того, чтобы такая область видимости всегда работала правильно, необходимо выбирать базовый угол между лучами с учетом самого маленького объекта, который находится на сцене. Еще одной проблемой является наличие вогнутых тел. Наличие таких тел на сцене и малое количество базовых лучей может приводить к образованию прорех в области видимости. Но решение этой проблемы мы постараемся рассмотреть в одном из следующих видео. А сейчас давайте перейдем к проекту. Открываем Third Person Character. Переходим во вкладку Construction Script. Заходим в функцию Line Tracing. Заходим в функцию Create Procedural Mesh. И добавляем сюда новую функцию. Давайте назовем эту функцию Precise External Borders. И сделаем так, чтобы у нас была возможность включать и отключать эту функцию из редактора. Создаем логическую переменную. Use external precise. Так, делаем ее редактируемой и помещаем в категорию base. Давайте создадим также еще одну переменную типа float. И назовем ее precise angle. Также переместим массив hitResults в категорию вспомогательных. В прошлый раз мы забыли это сделать. Так. Переходим в функцию Precise External Borders. И запускаем цикл. От нуля до n минус первого элемента массива hitResults. Создаем локальную переменную и также создаем локальную переменную hitResults типа hitResult. И добавляем
каждый элемент из массива hitResults в локальный массив. Дальше нам нужно сравнить объекты, в которые попадают лучи. ит и ist плюс 1. Давайте развернем структуру. И сравним левые и правые объекты. Если объекты оказываются разными, тогда нам нужно будет вызывать функцию уточняющая граница. Для этого сначала мы определим координаты левой точки. Создаем переменную local left point. Тип у нее вектор устанавливаем. То есть, если луч попал в какой-то объект, тогда мы берем координаты точки столкновения. Если же луч ни с каким объектом не столкнулся, то мы берем координаты конца. Так, дублируем. Создаем еще одну переменную типа вектор, называемую теперь right point. И смотрим, попадает ли в объект правый луч. Если попадает, то берем точку столкновения. Если нет, то конец луча. После того, как мы определили с левой и правой точкой, нам нужно создать новую функцию. Назовем ее метод половинного деления. На вход этой функции нам нужно будет подать координаты левой точки, правой точки и стартовой точки. Также нужно будет передать одну переменную типа actor. Пусть это будет ссылка на левый объект. Так. 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 И так. Переходим в функцию bisection метод. Создаем локальную переменную left direction.
И локальная переменная right direction. Также для удобства создадим локальную переменную startPoint. И локальную переменную leftActor. Давайте выделим это в отдельный блок. Назовем его инициализация локальных переменных. Следующая переменная, которая нам понадобится, это переменные типа float под названием currentAngle. В нее мы будем записывать угол между левым и правым вектором. Для начала давайте сюда запишем значение precise angle, а дальше уже посчитаем то, которое будет на самом деле. Также создаем локальную переменную count типа integer. Устанавливаем ее равной нулю. Вызываем цикл while. Переменная count будет считать, сколько раз выполнилось тело цикла. Смотрите, цикл должен выполняться до тех пор, пока precise angle меньше или равняется current angle. И вторым условием дополнительным давайте сделаем, что count не должен превышать значение precise count. И поставим здесь, например, 20, чтобы ограничить количество итераций в цикле. Сделаем эту переменную редактируемой и поместим ее в категорию debug. Давайте этот блок назовем while. Теперь определим, чему же равен currentAngle. Для этого берем левое направление, получаем от него ротатор. Разворачиваем его. То же самое делаем с правым направлением. Вычитаем из одной из этой компоненты другую. Умножаем на 0,5. Поскольку после половинного деления угол станет в 2 раза меньше. Берем модуль и записываем результат в currentAngle. Давайте назовем этот блок current
angle. И создадим локальную переменную mid-direction. Чтобы определить mid-direction, берем left-direction и применяем функцию normalize, которая нормирует вектор и делает его единичным. То же самое делаем для правого направления. Складываем. И опять применяем функцию normalize. После чего единичный вектор умножаем на external radius, чтобы получить нужную длину. Этот блок мы назовем mid-direction. После чего вызываем функцию lineTraceByChannel. На вход подаем startPoint и сумму startPoint и mid-direction. Раскрываем результат и проверяем. Попадает ли наш срединный луч в левый объект. Если mid-direction попадает в левый объект, то в таком случае переменную left-direction присваиваем значение mid-direction. Если же не попадает, то мы считаем, что mid-direction попадает в правый объект и присваиваем переменной right-direction значение mid-direction. Максимальную дальность мы также считаем объектом. После того, как достигнута заданная точность или прошло максимальное количество итераций, вызываем функцию lineTraceByChannel. На вход опять же подается startPoint и ее сумма с left-direction. Давайте сразу же добавим drawDebugType и drawDebugTime переменные, а заодно еще и зададим другие цвета. Результат выполнения данной функции мы будем добавлять в новый массив. Создаем локальную переменную типа hitResult, делаем из нее массив и называем его newHits. Точно такую же процедуру делаем для правой границы.
После чего завершаем выполнение функции. На выход подаем массив local new hits. И называем его outHits. Так. Мы забыли обработать результаты функции bisection метод. Давайте запустим цикл и добавим все элементы в массив local hit results. После того, как закончилось выполнение основного цикла, нам нужно взять еще последний элемент из массива hitResults и добавить его в local hitResults. После чего массив hitResults можно перезаписать. Давайте посмотрим, что же теперь получается. Смотрите, на самом деле все не так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Давайте переместим нашего персонажа вот в это место и повернем его. Смотрите, у нас один луч попадает вот в этот вот объект, второй луч попадает в стену, и поэтому вызывается функция по определению положения границ. Но здесь есть такая особенность, что на самом деле тут есть еще зона с максимальной дальностью, и дополнительно персонаж еще видит вот этот и вот этот объект. Видите, для 30 случайно получилось хорошо в данном случае, но если подвинуть чуть-чуть, мы получим точно такую же неприятную картину. То есть мы нашли границу стены, границы максимальной дальности. Самую левую, одну единственную границу. А границу кубика с максимальной дальностью или может быть кубика с соседним кубиком наш персонаж в данном случае не видит. Давайте исправим эту ситуацию. Поэтому на вход функции bisection метод мы будем подавать также и ссылку на правый объект. Создадим локальную переменную right
actor. И проводим сравнение уже с ним. То есть, если объект, в который попал средний луч, не является левым, мы проверяем, а не является ли он правым. Если является, то все остается без изменений. А в случае, если не является, нам понадобится массив из объектов, в который мы будем записывать все объекты, которые находятся между базовыми лучами. Используем функцию insert, метод insert, потому что если использовать add, то это может привести к ошибкам. Не заметил. И нужно нанести изменения вот сюда. Теперь мы делаем проверку, а не является ли наш массив пустым. В случае, если массив пустой, то функция завершает свое выполнение. А если в массиве есть элементы, то тогда мы local left actor заменяем на нулевой компонент массива the actors. Не забываем удалять этот элемент из этого массива. Присваиваем переменной left direction значение right direction. Поскольку до этого мы нашли самую левую границу между объектами, то теперь правое направление станет левым. А переменную local right direction присваиваем изначальное значение. После чего начинается выполнение цикла while заново. Давайте проверим, что все у нас задано. Здесь вроде бы задано. Здесь вроде бы задано. Так. Работает. Давайте подвинем. Так. Смотрите, здесь нашлась граница между этим и этим кубиком, между этим и этим кубиком, между этим кубиком и максимальной дальностью, и между стеной и максимальной дальностью. То есть на самом деле у нас нашлось здесь 1, 2, 3, 4 границы. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Как видите, область видимости работает.
А на сегодня это все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.